Всем привет! С вами Валерия. Приглашаю вас заглянуть в мой волшебный мир творчества. В этом выпуске вы узнаете, как из гофрокартона смастерить вот такую чудесную пряничную елочку. Прошу прощения у зрителей за мой осипший голос, но, к сожалению, на данный момент ничего с этим поделать не могу, а видео озвучивать необходимо. Надеюсь на ваше понимание. Также хочу напомнить, что в Телеграм у нас открылась группа. Приглашаю всех моих подписчиков. Присоединяйтесь. Ссылочку вы найдете в описании под видео. Желаю всем вам приятного просмотра и волшебного творческого вдохновения. Из однослойного гофрокартона вырезаю и склеиваю между собой 5 одинаковых деталей. По ширине торца из упаковочного картона вырезаю длинные полоски. Ссылку на изображение елочки вы найдете в описании под видео. Для основы использую 4 детали гофрокартона размером 6 на 10 см. 3 детали склеиваю между собой и посередине прорезаю сквозное отверстие, которое соответствует размеру ствола елочки. Затем приклеиваю к основе четвертую деталь. Основу оклеиваю бумажными полотенцами, использую смесь клея ПВА с водой в равных пропорциях. Край торцы окрашиваю темно-коричневой акриловой краской. Посередине использую краску цвета охра.
Последовательность окрашивания можно поменять. Сначала окрасить середину, а затем края и торцы. Все на ваше усмотрение. Контур можно использовать как покупной, так и самодельный. Я применила столярный клей ПВА, в который добавила пастообразную универсальную финишную акриловую шпатлевку. Если контур получается слишком густой, добавьте воды. Также в него можно добавить белую акриловую краску. Узоры, согласно эскизу, сначала наносила светлым карандашом, а затем прорисовывала контуром. Если случайно сделали помарку, ее можно легко удалить влажной салфеткой, пока контур еще сырой.
Торец подставки решила декорировать самодельной снежной пастой. Для этого манку смешиваю с пастообразной акриловой шпатлевкой, добавляю немного столярного клея ПВА и белой акриловой краски. Применять снежную пасту совершенно не обязательно, торец можно просто окрасить или оклеить искусственным снегом. В завершение покрываю елочку полуглянцевым акриловым лаком и сверху посыпаю глиттером, имитирующим снег. Работа готова, любуемся результатом. Напишите в комментариях, понравилась ли вам такая елочка, будете ли вы ее повторять или нет, а также расскажите, какие в этом году елочки будете делать вы. Может, вы уже сделали или только в планах. Мне будет очень интересно почитать. Как всегда, всем моим подписчикам огромный привет. И спасибо каждому из вас за то, что вы у меня есть. Гостям канала предлагаю подписаться и нажимать на колокольчик, чтобы вовремя получать уведомления о новых видео. Всем моим зрителям желаю волшебного творческого вдохновения. Пусть все всегда у вас получается. Желаю всем вам крепкого здоровья. Берегите себя и своих близких. И самое главное мое пожелание для всех людей на земле– это мирного неба над головой. До новых встреч!